Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие любимые, здравствуйте. Второй расклад. Это неожиданно. Судьбоносный декабрь и неожиданные перемены. И правда, планетарные транзиты могут для нас приготовить сюрпризы, к примеру, в решениях других людей. И это тоже может быть своеобразная перезагрузка, когда вы где-то будете уже пересматривать свои планы. Период декабря будет связан с очень важным транзитом Нептуна. И это происходит на дате с 7 по 8. Или мы можем прочувствовать этот аспект несколькими днями прежде, или где-то даже будет проигрываться позже между вот этой датой, да, 7-8. И что такое Нептун? Вот как событие между прошлым и будущим. Это ваша решимость или ваше какое-то решение. Вы можете пересматривать какие-то документы, или вы можете принять во внимание, что меняется какой-то даже миропорядок, или есть какая-то, ну, как плоскость внешних событий, которая влияет именно на вас, или открывает для вас новые перспективы. Так или иначе, может быть, это будет связано с тем, что вам придется перезаключать какие-то договоры, контракты, документы, оформлять, куда-то отправляться. И ваши планы могут, в принципе, мои дорогие, меняться быстро в течение декабря. И то, что вы думаете на начало месяца, вот к середине, а уж к концу, вы тоже можете видеть в каком-то совершенно новом формате. Вам будет где-то и чувство самосохранения давать правильные подсказки, что имеет смысл продолжать, а что пытается уйти окончательно из вашей жизни. Плюс еще ваша планета-управитель Венера перед вами откроет какие-то возможности, как и по части личной жизни, так и, к примеру, по части вашего творчества. Зарабатывание денег, мои дорогие, но любви, вот это тоже вопросы личной жизни, скорее всего, у вас будут не на последнем месте. Вообще какие-то новые перспективы. И если мы говорим, это неожиданно, вот так называется наш расклад, тут и метаморфозы, которые внутри вас самих могут произойти, так и внешние события вас тоже будут каким-то решением подталкивать. Давайте рассмотрим, что для вас, мои дорогие весы. Деньги будут, какие-то бонусы. Это может быть как помощь высших сил. Кстати, иногда считывается многими тарологами шестерка пентаклей именно как какой-то удачный момент. Это может быть удача сопряжена с тем, что банально кто-то более расположен в вашу сторону. Или какие-то, может быть, новые люди приходят, и с ними приходят новые возможности. Может быть, это сам по себе подарок или решение какой-то финансовой ситуации. Здесь как помощь свыше для того, чтобы решить какой-то, как и финансовый вопрос, но и для себя новые планы на будущее в каком-то более таком уверенно надежном режиме. Для кого-то банально, мне нужны деньги, я построил себе там какой-то план, построил уже какую-то свою стратегию, и я именно готов выруливать на обгон, чтобы эти самые финансы шли в какой-то, может быть, геометрической прогрессии. Почему нет? Итак, первые три карты. События ближайшего будущего. И я так предполагаю, это начало месяца или первые 2 недели. Ну, понятно, четких граней сроков мы не ставим, поэтому плюс-минус у каждого по-своему. События ближайшего будущего для вас, мои дорогие весы, как видят карты. Может быть, как сфера жизни. Или, правда, неожиданности и сюрпризы какие-нибудь. И события отдаленного будущего. Я так полагаю, это где-то 3-4 неделя окончания месяца. В чем риск? Давайте достанем такую карту. Что вам помогает? Или в чем ваш успех? Что вам нужно знать? Что вам важно знать? От чего вы откажетесь? И достанем карту совет. Давайте будем смотреть, что же по событиям ближайшего будущего. Вот смотрите, есть какая-то ситуация, когда это аркан повешенный, какой-то стопор. Или какая-то ситуация, может быть, в части личной жизни, как застывшая, замерзшая. Или какой-то период паузы, когда, ну, вы себе и планировали что-то осуществить, а возможностей не было. И в этой колоде карт, кстати, нам показан человек, который вовсе не перевернут, а он как будто держится за вот эту перекладину, как будто он сам
установил эту паузу. И я могу предположить, что в вашем случае будет именно проигрываться некоторая неспешность или коррекция ваших планов, которые инициировали вы сами. И где-то вот это будет неожиданно, правда. Вы можете на протяжении декабря, повторюсь, не раз менять собственную стратегию, планы, потому что вы будете зависеть и от людей, и от внешних событий, от какой-то банальной, может быть, ситуации, которая происходит в конкретный день. И ждать где-то можете нужного момента, но это не пустое ожидание, а когда вы чем-то другим именно заняты. Когда, может быть, даже какой-то режим многозадачности в более таких прозаических вопросах у кого-то. Это может касаться работы, когда вы должны завершить проект, или когда вы должны согласовать ряд документов, но эти согласования, они приводят вас все равно к какому-то итогу. Или вы хотите прорыв в вашем творчестве какой-то получить, и вы работаете больше, потому что, ну, тоже, опять же, составляющие многие, многочисленные, вам нужно привести в какой-то единый баланс. Поэтому у каждого в свои сроки. Старший аркан, он проигрывается, мои дорогие, никогда не, ну, где-то на дистанции одной недели и даже двух, а вот скорее трех, а то и до конца месяца. То есть я могу предположить, что для кого-то, если мы просто по времени, вот этот выход из какой-то паузы, или когда вы словно себе скажете «пора», потому что мы ждем, да, когда мы что-то завершим, или больше ясности в каком-то вопросе. И часы нам показывают, вот очень символично, с декабрем, кстати, когда ваше время приходит. Вас ничто не сдерживает. Именно по этой колоде карт мы сами понимаем, зачем наши действия. Мы сами понимаем, что мы хотим осуществить и насколько глубоко мы готовы погрузиться в решение какого-то вопроса. Или границы мы свои определяем, насколько мы готовы в чем-то участвовать. Здесь вы же именно сами что-то решаете. И вот этот период перезагрузки, по сути дела, так, когда мы что-то пытаемся увидеть с другого ракурса. События ближайшего будущего, да, вот. Видимо, вот этот необходимый период был очень важен для того, чтобы вы принимаете новое решение. И это будет как новый жизненный этап. У кого-то это могут быть вопросы, конечно, которые связаны с детьми. И, может быть, ваши чадо, даже взрослая, скажет вам, ну, какую-то новость, которая вас тоже так, это может некоторым образом удивить, для вас открыть какие-то новые перспективы, вам что-то понравится, или эта новость от вашего ребенка будет воздействовать на вас тоже. Но по этой карте это мы, все же по жезлов, это мы на что-то решаемся. Вот и вы на что-то решитесь. И это новизна. Пусть это будет связано с учебой. Кто-то буквально будет учиться, изучать языки. Или вы хотите, может быть, и изучить, как мне конструировать, допустим, сайты. Вот может быть такое, да, как мне создавать сайты, как мне освоить какие-то новые IT-технологии, или как мне освоить новую профессию, чтобы я мог, допустим, путешествовать и работать из любой точки мира. Тут какое-то инновационное решение, и эта инновация, она будет связана с какой-то перезагрузкой, потому что что-то совершенно новое. То, что интересно вам, и вы где-то интуитивно словно чувствуете, что да, в этой теме или в этой плоскости я могу достичь больших успехов. Не потеряйте какую-то возможность. Значит, все-таки в первую половину вы будете принимать такие важные решения. Как минимум. И я так больше вижу жезлы: дела, работа, бизнес и деньги. Конечно, у кого-то может проиграться как встреча с человеком, знакомство или продолжение, может быть, отношений с тем, с кем вы познакомились недавно. И я могу предположить, что этот человек может быть моложе вас. Или, в принципе, не привязываясь именно как бы к самой карте, мы будем говорить, что это достаточно новые отношения. И вы знаете, тут что-то может быть продолжено. Пусть это даже ваша личная жизнь, или у кого-то это перезагрузка даже уже в сложившемся союзе, или с тем человеком, которого вы знаете, или с тем человеком, с кем была пауза, или с тем человеком, с которым вы находитесь на расстоянии. И здесь вы какие-то для себя наметите перспективы и конкретные уже действия.
И четверка жезлов. Праздник после победы. Пусть это первая половина только декабря, но уже какой-то праздник у вас будет. Это карта якоря, это карта надежности. Это карта именно какой-то и победы, и воодушевления, и праздника. Что-то у вас получается. Значит, у кого-то дела, работа, бизнес или ваши какие-то инновационные новые решения, изучение – или то, что вам именно интересно, чем заниматься, вы увидите достаточно быстрый результат. Или вот даже первые делая шаги в каком-то новом деле, направлении, мои дорогие весы, вы тоже будете видеть, что елки-палки, еще можете себе сказать, чего же это я раньше на что-то не решилась или не решился, потому что как будто результат уже, ну, так и вселяет не то что надежды, а впечатлять вас может. Вот по этой карте. Шикарная карта. События отдаленного будущего. Знаете, усталость будет. Здесь может быть как и усталость от какой-то зависшей прежде ситуации. Тут может быть и усталость, кстати, мои дорогие, по десятке жезлов. Да, усталость в принципе сама по себе проходит. Но это еще и когда происходит, точнее, от того, когда мы кому-то помогали или пытались двигаться сразу в нескольких направлениях, или когда от вас кто-то ждал помощи, когда мы занимались самыми разными вопросами, и это потребовало приложения нашей энергии, наших жизненных сил, может быть, вашего времени, мои дорогие. И здесь вы понимаете, ну нет, вот в чем-то есть тупик. И вот я из него теперь выхожу. Вы кому-то будете отказывать, вы будете пересматривать. Все-таки у нас жезлы. И я говорила по пажу жезлов, это новая стратегия, может быть, у вас, новая тактика, новое дело. Или когда, как учеба, да, вы что-то осваиваете, или создаете новое, организовываете новое, и вам придется пересмотреть. Жезлы – это у нас дела, работа, бизнес и финансы. Вы пересмотрите, как и финансовую стратегию, вы пересмотрите, как и свое личное время буквально, сколько вы готовы уделить и кому, или те вопросы, в которых вы готовы в дальнейшем продолжать свое участие, или помощь. По десятке жезлов мы всегда от чего-то отказываемся, как будто ваша жизнь, она уже сделала какой-то оборот, десятка все-таки. И вот теперь вы желаете, видимо, вот этот аркан старший повешенный, он как раз и говорит, что что-то не может продолжаться. Теперь что-то с чистого листа или новый жизненный этап. А из прежнего вы будете кому-то говорить, я больше вижу, нет. Может быть и какой-то части работы, но, а может быть это будет связано и с социумом вашим. И посмотрите, по аркану юстиция, все должно быть у вас согласовано. Весы, мои дорогие, должно быть равновесие. Кстати, должно быть равновесие в работе. Должно быть какое-то равновесие во времени, режим труда и отдыха, все-таки об этом говорю. Для кого-то из вас это могут быть... Я не говорю, что вы завершите именно в декабре, хотя я этого и не исключаю тоже. Но вы можете уже рассматривать некоторые позиции, которые будут связаны с оформлением важных бумаг. Вам могут по этой части приходить новости. Вы можете искать информацию у юристов, у адвокатов именно по какому-то вопросу, чтобы установить для себя баланс или решить какой-то вопрос с наименьшими, может быть, даже потерями. Карта нам говорит, для тебя, если ты делаешь что-то и опираешься на букву закона или, ну, как то, что согласуется в вашем обществе, для тебя тогда эта позиция будет более надежна, как закон тебя будет охранять. Может быть, вот вы как раз и хотите больше надежности порядка, и для кого-то это могут быть пересмотры брачных контрактов, пересмотры договоров по работе. Именно с приставкой вы что-то можете переделать. Может быть, это и личные отношения, тоже уже какая-то концепция где-то может меняться. Но в конечном итоге все вы сами как будто подводите к балансу и какой-то надежности. Может быть, какие-то документы все же вы оформите. И вам придется общаться с сильными мира сего. Для кого-то смена социума. И для вас вот эти более такие продуманно организованные и гармоничные энергии будут совершенно необходимы. Может быть, по аркану юстиция для кого-то с учетом аркана император. Вы столкнетесь с таким человеком, с которым сложно договориться. И вы великие дипломаты, у вас получится. Но действовать придется не как будто основываясь на чем-то прошлом,
а как-то по-другому. Свою тактику даже дипломатическую выстраивать как-то по-другому. Есть какая-то перезагрузка по части личной жизни. Может быть, это ваш партнер, вот такой несговорчивый император, и тогда примите во внимание, что может для кого-то проиграться. Ваши отношения встали на паузы именно по той причине, если такое имеет место быть, что нашла коса на камень, а договориться придется. И тогда, мои дорогие весы, всю, наверное, вашу дипломатию, чудеса дипломатии вы будете направлять на то, чтобы как раз договориться с каким-то императором или сделать что-то по закону, оформить какие-то важные бумаги, документы у высоких чиновников. Мы уважаем власть по карте император. Мы уважаем сильных мира всего. Мы уважаем самих себя, безусловно, ведь это вам карта выпадает, и она, кстати, часто говорит о том, что меняется ваш статус. Это вы теперь уже идете как, строите, может быть, карьеру, может быть, где-то через ваш бизнес, через ваше творчество меняется тоже ваш статус и меняется ваш социум. И правда, если мы хотим добиться чего-то более значимого, значит, мы не можем где-то находиться в прежнем окружении. Для нас смена окружения должна произойти. Иначе, ну, на каком-то этапе наш прогресс неизбежно стопорится. Нам нужно видеть самих себя с новой точки отсчета или с новой ступени иерархии. Более чем прекрасный расклад. В чем риск? 13-й аркан – смерть. Я надеюсь, все правильно понимают, что это отнюдь не про смерть, это про трансформацию. Вы знаете, вы можете чего-то испугаться и попросту. Испугаться я не имею буквально какой-то испуг, а это наш внутренний страх, когда мы не хотим что-то менять. Вот эта трансформация, она ведь часто, даже если она идет в позитивном ключе, она требует от нас как раз, что мы от чего-то отказываемся, мы что-то завершаем. И значит, впереди что-то непознанное, неизведанное. И нам где-то страшно, потому что мы в чем-то не уверены, как и в самих себе. Мы не уверены в людях, мы не уверены, что что-то будет продолжено для нас в том ключе, которое более надежное. И кто-то может не предпринимать никаких попыток. Тогда карта будет говорить, но если ты сам где-то не идешь дорогой перемен, тебе как будто нужно выйти, вот пора, да, я сказала, то тогда ты не избежишь этих перемен. Какие-то внешние события будут обстоятельства на тебя воздействовать, и тебе придется все равно какую-то корректировку в свою жизнь вносить, причем совершенно неожиданную. По этому аркану вам словно высшие силы, мои дорогие, помогают, как успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Может быть и так. Ведь эта трансформация, она как раз и связана с тем, что мы принимаем какие-то решения, которых прежде не принимали. Или очень что-то судьбоносное, мои дорогие, что мы... Судьбоносные решения все-таки мы не принимаем каждый день, правда? Это происходит, ну, не постоянно в нашей жизни, но, видимо, в период декабря. Вот точно есть какой-то пункт в вашей жизни, который вы не должны упустить. Может быть, буквально время, мои дорогие. И это тоже будет для вас как риск. С другой стороны, мы должны быть очень осмотрительны, потому что сама по себе трансформация, она проходит, ну, это мы идем как невыхоженными тропами, или мы идем словно в темноте, или мы осуществляем какой-то свой путь, намерение, цель, но у нас нет дорожной карты, у нас нет точного маршрута, мы словно на ощупь делаем один шаг и должны остановиться и осмотреться, прежде чем сделаем второй. Но и не идти мы тоже не можем. Да, может быть, продуманные действия, такие вот осторожные, но это все-таки движение. Поэтому эта карта призывает не ускоряться или не пытаться одним махом решить сразу все вопросы. Но вот по узкому, может быть, фарватеру вам вот так не спеша, но вперед пройти придется. Давайте мы узнаем, что же вам помогает, высшие силы вам помогают, вам планеты помогают, как и определиться с чем-то, решиться на что-то. И у вас опять же говорят о переменах.
Ведь это карта колесница. Это карта, когда нам говорят, отказывайся от прошлого, не оглядывайся назад. Наоборот, встречай все то, что приходит в твою жизнь, все то, что приходит на твой порог. Умей пройти по фарватеру тех событий, которые будут у тебя складываться в декабре. И это буквально помогает. Не пытайся изменить, скорректировать судьбу, иначе ты себе внесешь какой-то ненужный хаос, и ты в нем не разберешься. Здесь именно следовать по пути развития событий, то, что вам дает судьба, и выйти из какого-то застоя. Вот это основная задача. Вот это важная решимость вам помогает. И ведь впереди ожидает успех, мои дорогие. Но это тот успех, который, вы знаете, правда, вы будете, может быть, в течение декабря ощущать некоторую неловкость, неуверенность или самому себе говорить, что за мутная ситуация, вот куда-то я иду, а вот что меня завтра ждет, я не знаю, а идти как будто нужно. Вот что-то подобное. И вот в это вот именно решимость ваша. Продолжать движение, продолжать какую-то активность. Может быть, у кого-то из вас связаны вопросы как раз со здоровьем. И тут тогда напрямую нам говорят, буквально движение – это жизнь. Здесь будет зависеть ваше самочувствие от какой-то фазы активности. Но не активности с места в карьер, а когда вы постепенно себе будете добавлять физической какой-то нагрузки, выходя из какой-то, может быть, ситуации, когда бы были в вынужденных ограничениях. Но это так вот попутно, такая идет подсказка, потому что у вас старшие, очень серьезные арканы, их много. Поэтому тут действительно что-то судьбоносное вы сами решаете, но еще и внешние события, Вселенная, ваша судьба вам пытается помочь. Ваша задача увидеть эти подсказки. От чего вы откажетесь? От какого-то плана прежнего, это точно. У вас был план на будущее, и вы уже думали, ну вот будет так-то, так-то и так-то. Но нам уже сказали 13-й аркан, нет, придется пересматривать. Поэтому себя менять придется. И, может быть, это настолько неожиданно, что вы будете часто думать, как же мне действовать. Поэтому все то, что я только что сказала, не повторяюсь. Пройдите по фарватеру вашей судьбы. Или тех новостей, тех обстоятельств, которые вам предлагает как раз Вселенная. И поверьте, планы Господа намного лучше наших. И со временем у вас будет этот новый план, будет и у вас четкость в течение декабря, потому что в конце у вас выпадает император и карта закона. Более того, у вас будет четкий план действий, который будет согласовываться как раз с законами, положениями или с какими-то важными документами. Но пока вы, мои дорогие, придете вот к этой уверенности или к празднику, какой-то путь словно в темноте или словно на ощупь в декабре вам придется сделать, совершить. Давайте карту «Совет». Вот все то, что я говорила, это туз кубков, мои дорогие. Отталкивайтесь от правды, когда вы честны сами с собой. Не позволяйте себе где-то утонуть в иллюзиях или не пытайтесь удержать что-то из прошлого. Встречайте, может быть, как какую-то перезагрузку или перезагрузку в отношениях, или по вашим делам, по вашему творчеству, по вашим планам честолюбивым. Рассмотрите все новое, мои дорогие. Вдохновитесь чем-то. Для кого-то это будет признание в любви или какие-то предложения по части тоже личной жизни. О чем? Ведь это карта счастья, карта наполненности. Она вам выпадает в совет. Вот все то, что вас наполняет или способствует вашему вдохновению. Может быть, и люди, мои дорогие, больше меняйте свой социум в отношении, именно чтобы вас окружали люди, которые вам дарят улыбки, которые вам дарят хорошее настроение, делятся своим позитивом. Уходите от какого-то мрака или от какой-то ненужной философии. Сами себя где-то теребите в направлении какого-то счастья. Задумайте себе, может быть, какую-то программу счастья. Или допустите, что мечты наши сбываются. Любая позитивная энергия, она вам буквально помогает. И для кого-то из вас может быть какая-то перезагрузка в личной жизни в том плане, что для кого-то это будет предложение, на которое точно нужно соглашаться. Может быть, предложение встречи
а для кого-то предложение руки и сердца. И такое я тоже не исключаю. Посмотрите, какие разные энергии. Но вам все во благо. Даже тот путь, который для нас кажется темным, непонятным, неизведанным. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.